Всем привет, меня зовут Дмитрий, я дежурный инженер дата-центра «Цветочная 2». И сейчас я буду совершать обход по площадке и покажу вам, на какие моменты я обращаю внимание во время него, согласно моей инструкции. Сейчас мы находимся на первой точке моего обхода, это диспетчерское рабочее место дежурного инженера. И здесь вы можете наблюдать мониторы позади меня, на которые я обращаю внимание в первую очередь. И с этой стороны монитора, на которых я смотрю на состояние электроустановки, а также источника бесперебойного питания и дизель-генераторных установок. С этой стороны я вижу состояние кондиционеров и могу сказать, какой из них, когда перестает вдруг работать внезапно, и возможно с этим что-то сделать. В данный момент видно, что никаких ошибок нет, все системы работают в норме, и мы сейчас пойдем проверим это. Сейчас мы находимся в одном из 3 серверных помещений, которые являются не самыми важными, но значимыми точками во время моего обхода. Здесь нужно контролировать условия температурной и влажности, в которых находится оборудование. Температуру можно контролировать как на датчиках, которые находятся в холодных и горячих коридорах, так и на кондиционерах. Панель находится сзади меня, и там можно посмотреть температуру воздуха на каждом кондиционере. Также слева от меня располагается силовой щит, на котором можно посмотреть, что напряжение по всем фазам в порядке, оно подается, о чем говорит индикация. Также, что немаловажно, нужно посмотреть, что в каждой серверной работает полностью освещение, каждая лампа, и если какая-то не будет работать, об этом сразу я сообщаю, и соответствующие службы ее заменяют. В каждом техническом помещении присутствуют средства противопожарной защиты. Это огнетушители, средства индивидуальной защиты, которые помогут в случае нештатных ситуаций. Сейчас мы находимся в помещении, в котором располагаются аккумуляторы, которые будут обеспечивать дата-центр электропитанием в случае отключения напряжения. В этом помещении точно так же важно, какая здесь будет температура и влажность. Это можно контролировать с помощью подобных датчиков, которые располагаются во всех помещениях подобных. Я провожу внешний осмотр аккумуляторов и убеждаюсь, что внешне никаких проблем с ними нет, и в случае возникновения нештатной ситуации все будет работать штатно. Сейчас я нахожусь на станции пожаротушения, где я опять же проверяю температуру и влажность, которая сейчас в норме, и все баллоны заполнены специальным газом под давлением, который будет заполнять пространство помещений в случае возникновения пожара. И здесь, я как вижу, все хорошо, можно проходить дальше. Сейчас мы находимся в электрощитовой, один из самых важных узлов электропитания дата-центра. Возле меня располагаются источники бесперебойного питания в количестве 6 штук. И это только на один ввод от города. Соответственно, с другой стороны электрощитовой стоит также 6 штук на второй ввод. Здесь я смотрю, что состояние электрической цепи в норме. Здесь мы видим, что аккумуляторы не разряжаются, находятся они в норме. Большое время автономии у нас, при том, что не все источники бесперебойного питания сейчас включены. И, в принципе, убедившись, что здесь все в порядке, можно проходить дальше. Также на специальные панели выводятся контроли параметров сети, которые я проверяю. Например, фазное напряжение сейчас в норме и допустимых пределов оно не превышает. Точно так же температура и влажность здесь в порядке. Во время каждого обхода я использую планшет, в котором отмечаю все необходимые показатели. Сейчас мы находимся в помещении главного распределительного щита, и один из показателей, за которым я здесь наблюдаю, это показатель на конденсаторной установке. Сейчас мы находимся возле одного из дизельных генераторов, на которых можно увидеть вот такие вот панели, которые, кстати, дублируются на телевизорах диспетчерской, которые могли уже заметить. И здесь мы можем посмотреть такие показания, как уровень топлива, температура охлаждающей жидкости и напряжение на аккумуляторных батареях с помощью вот таких вот нехитрых движений. Вот, собственно, обход и закончился. Мы убедились, что все работает в норме. И после этого я заполняю специальную форму на планшете, и автоматически генерируется отчет о состоянии дата-центра в данный момент.